Era 7 — это коллекционная карточная NFT-игра. Родилась она совсем недавно, в начале 2022 года на Binance Smart Chain. Доступна на всех платформах, кроме консолей, конечно. Играть можно даже через браузер, но стоит ли? Что это за проект? Обязательно ли вкладываться? Как можно заработать и интересно ли в конце концов играть? Обо всем по порядку. Как я уже сказал, Era 7 базируется на блокчейне Binance, что одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, Binance — крупнейшая криптобиржа. Игры на их блокчейне имеют вполне себе неиллюзорный шанс получить на этой бирже листинг своего токена, что здорово и поднимает рейтинг проекта в чьих угодно глазах. Даже мой кот уважает такие проекты. Да, кот? С другой стороны, комиссии на BNB не очень приятные. Не настолько, конечно, неприятные, как комсы эфира, но и не настолько маленькие, как, например, полигоновские. А чувствовать эти комиссии в Эре вы будете постоянно, при каждой транзакции. Такой себе обоюдосторонний меч получается, с которым мы ничего поделать не можем, остается только мириться, ну и чутка материться при каждой покупке-продаже наших любимых NFT-шек. Говоря о фондах, вошедших в проект, в Эру инвестировал, например, Huobi Capital, достаточно большая рыба на рынке Play-to-Earn игр, а также Good Games Labs и Hashkey Capital, рыбки поменьше, но тоже уважаемые. Стоит еще отметить, что когда рынок крипты с ноября 2021 падал, Эра чувствовала себя достаточно стабильно, шла, так сказать, против течения, что достаточно примечательно, потому что на падающем рынке вкладываться можно во много что, но люди верили в Эру и закидывали деньги именно в нее. Сейчас Эра — это топ-1 проект на Binance Smart Chain по количеству пользователей, на одном уровне с такими крупными шишками, как Splinterlands и Axie Infinity. По нашим оценкам, игра сейчас находится в стадии накопления, и в относительно скором времени ее ждет жесткий рост, начнется который, скорее всего, после листинга токенов на Binance или Huobi. Судя по дорожной карте проекта, амбиций разработчикам не занимать. Ребята планируют развивать киберспорт, создать свою метавселенную и все такое прочее. Звучит неплохо, но как оно там будет на самом деле, покажет только время. Сейчас у нас есть только Era. Карточная игра, в которой, естественно, нужно коллекционировать карты. От всех остальных карточных игр Эру отличает то, что стол здесь не какой-то там обычный плоский, а разделенный на 3 линии. Каждая линия имеет в себе 3 слота, в которые мы кладем наши карты. Если напротив вашей карты есть карта оппонента, вы наносите урон ей. Если нет, карта атакует напрямую героя противника. Такой вот нехитрый, на первый взгляд, геймплей. За победу дают токены, в среднем где-то 15 центов. По сегодняшнему курсу это примерно 5 гривнев. Вот так выиграли 10 игр, и можно пойти купить себе макарон каких-нибудь, например, и съесть их. В Эре сейчас доступна кампания, количество миссий в которых ограничено. За ее прохождение нам выдают медали, увеличивающие наш доход с каждой победы в экспедициях. То есть первым делом лучше пройти кампанию, а потом плотно фармить эти самые экспедиции, которые обновляются раз в сутки. Из PvP контента в игре присутствуют квик-матчи и ранкеды. Первые доступны с самого начала, а вот доступ к рейтинговым играм открывается чуть попозже, после того, как немножечко поиграете в квикосы. Бесконечно играть в ранкеды здесь не получится, потому что есть энергия. Всего ее у вас 32 штуки. Каждая катка отнимает одну, а новую вы получаете один раз в 1,5 часа. Рейтинговые игры в Эре — это основной тип контента, которым вы хотите заниматься больше всего. Он и вознаграждает сильнее всего, и вызов вам бросает сильнее прочих. Геймплей в ранкедах самый вовлекающий и интересный. Вот сейчас, например, вы видите, как мой соперник настолько опозорен поражением, что убивает сам себя. Настоящий самурай. Поговорим о ключевом элементе игры — о картах. Карты здесь есть как те, которые мы непосредственно выкладываем на стол, так и карты героев. Игровые карты бывают 5 разных редкостей, от обычных до легендарных, и 5 разных уровней. Чтобы повысить уровень карты, нужно скрестить ее с точно такой же. Количество карт, нужных для скрещивания, увеличивается в геометрической прогрессии. Сперва вам нужно 2 карты, потом 4, потом 8 и так далее. Теперь о героях. В Эре они называются мастер-картами. Карты героев тоже бывают разной редкости. Чем реже, тем больше будет ваш максимальный запас здоровья, и тем лучшего качества карты герой будет вам рожать. Да, мастер-карты в Эре непростые. Они, кроме всего прочего, минтят вам обычные карты. Каждый герой может создать определенное ограниченное количество карт, но даже после того, как лимит будет исчерпан, мастер-карту можно обновить, и она снова будет делать вам приятно. Но уже на 50% менее приятно, чем до этого. Помните также, что каждое обновление мастер-карты стоит дороже предыдущего,
И однажды наступит момент, когда выгоднее будет не обновлять карту, а просто купить новую, свежую на маркетплейсе. Самыми выгодными по соотношению цена-качество являются Epic герои, но если много денег тратить вы не хотите, то подойдут и редкие. Чуть не забыл, герои, к моему великому сожалению, минтят карты только первого уровня. Карты, кстати, можно передавать с одних аккаунтов на другие. Делается это с помощью tofunft.com. Если у вас вдруг есть много ненужных карт, можно, к примеру, создать второй аккаунт, выслать туда ваши карточные войска и играть теперь с двух телефонов одновременно. Как вы уже догадались, одним из способов заработка является продажа карт на маркетплейсе. Покупаете героя, он делает вам карты, вы их продаете. На торговой площадке, кстати, есть возможность продавать несколько карт сразу, что очень удобно. На сайте игры можно лочить токены за шанс получить лутбокс, из которого выпадают мастер-карты. Лок можно сделать за любую игровую валюту, но помните о том, что разные валюты дают разный шанс дропа и имеют разный процент возврата инвестиций. Например, токен Эра дает наибольший шанс, и если бокс вам не выпал, возвращается в полном размере, тогда как у токена год шанс всего 2,5%, и в случае неудачи вернут вам только треть залоченных токенов, а DAO-поинты и вовсе возвращать не станут. Кстати говоря о DAO, Decentralized Autonomous Organization, Эра – один из первых проектов, реализовавших эту фичу прямо внутри игры. Что это за зверь такой, DAO? Ну, смотрите. Вы лочите свои токены Эра на 7, 14 или 30 дней и получаете за это DAO и Vera поинты. Зачем нужны первые, мы только что уяснили. А вот Vera используется для участия в балансировке карт. Игроки с помощью поинтов голосуют за бафы или нерфы определенных карт. Пул карт предоставляют разработчики, так что занерфить карту, которая заебала конкретно вас, не получится. Есть в Эре реферальная система. Если решите таки попробовать игру, в описании под видео есть реферальная ссылочка, перейдя по которой вы поддержите нас, благодаря чему мы сможем радовать вас новыми и новыми роликами. У проекта есть еще майнинг кэмп, где вам каждый день насыпают определенное количество токенов Эра. У каждой карты есть свой майнинг пауэр, который увеличивается от уровня карты и от ее редкости. Такой вот пассивный стейкинг получается, который не требует от игрока вообще никаких действий. Достаточно, чтобы карты у вас просто были. Чем больше майнинг пауэра, тем больше получаете токенов. В игре можно еще получать дейли бонусы, но это часто вы будете выходить просто в ноль. Но иногда везет и можно что-то дозаработать. За победы, за ранг, за винстрики, дейлики и виклики мы получаем токены год. Есть ежемесячные награды за рейтинг. Каждая активность в игре так или иначе вознаграждает нас реальными деньгами. Когда-нибудь в игру добавят еще и гильдии, в которых тоже можно будет что-то делать. Но что именно, мы пока не знаем, потому что в будущее заглядывать, к сожалению, не умеем. Есть ли в Эре Pay to Win? Это игра Play to Earn или Pay to Earn? Ну, всего понемножку. Без покупки героя, то есть мастер-карты, в Эре делать нечего. Ну то есть как? Играть-то вы можете, но заработать что-то вряд ли получится. Звучит так себе, но то же самое можно сказать о любой игре в Стиме. Не заплатив 15, 30, 60 баксов за игру, вы не можете в нее играть. Игра карточная, и ясное дело, что чем лучше у игрока карты, тем выше его шансы на победу. Как получить хорошие карты? Покупать героев, покупать карты на маркетплейсе, скрещивать карты, повышая их уровень. На все это нужны деньги. И чем сильнее игрок в Эру вложился, тем мощнее у него колода. И тем чаще он будет побеждать, особенно игроков с инвестициями поскромнее. Да, закинув в Эру 100 баксов, вы не займете топ-1, не возьмете топ-100, но вот в топ-1000 попасть уже вполне можно. Нужно понимать, что ваша лига в Эре – это игра против людей, которые вложились примерно так же, как и вы. Но нужно также понимать, что доход двух людей, вложившихся одинаково, может отличаться в несколько раз. Если вы задонатили $100, но при этом разобрались в механиках, следите за метой и в целом поняли игру, а какой-то Васян тоже закинул 100, но игру познавать не хочет, то заработок ваш и Васяна будет очень разным. Есть даже индивиды, которые играют без мастер-карт и занимают топы в рейтингах, но это уже какие-то сверхлюди, куда нам до них. При условии, что вы среднестатистический игрок, который каждый день проходит экспедиции, каждый день отыгрывает ранкед матчи и находится где-то в топ-500 рейтинга, получится около $70 в неделю со всех видов заработка, но без продажи карт. Все это при изначальных инвестициях в $1000. И на все про все в сутки уходит около 1,5 часов.
Era 7 молодой проект, которому сейчас всего несколько месяцев, но он уже снискал популярность в среде Play-to-Earn игр, привлек к себе внимание как инвесторов, так и игроков. Игровой процесс увлекательный, особенно если вы любитель карточных игр. Era 7 вознаграждает нас практически за все и предлагает множество разных способов получения дохода. Размер входа в игру зависит исключительно от ваших возможностей и ваших аппетитов. Конечно, как и в любой коллекционной карточной игре, здесь есть Pay to Win. Никуда от него не денешься, особенно в NFT проекте. Но это не очень страшно, нужно просто иметь реалистичные ожидания. Я рекомендую хотя бы просто попробовать бесплатно поиграть в Эру. Если понравится геймплей, можно подумать о забрасывании в игру денег. Если нет, ну, что поделаешь. А если понравилось это видео, покажи это своим мощным лайком и подпиской на канал. У нас, кстати, есть еще и Telegram, в котором мы регулярно более глубоко освещаем различные детали и не очень очевидные аспекты Play-to-Earn игр. Если хочешь быть избранным и получать информацию, которую не получает больше никто, ну кроме остальных подписчиков нашей телеги, то заходи, ссылку я оставлю в описании. Так же, как и ссылки на все необходимые ресурсы по проекту, включая White Paper, в котором есть информация об абсолютно всех механиках, присутствующих в игре. Играйте только в хорошие игры. Пока!